И снова здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет обзор на дисковую пилу необычного типа, которую очень-очень сильно полюбили американцы. Да, пилу данного типа ломали видеть художественных американских фильмов, а также на ютубе очень много авторов американских, которые делают обзоры на похожие пилы и просто ими восхищаются. Данная пила напоминает пилу с гипоидной передачей, но здесь стоит не гипоидная передача. Но работает она не хуже, чем с гипоидной передачей. Тут фишка не в редукторе, а в функции ADT, которая повышает крутящий момент. То есть он повышается не механически, а электронно. Стоимость данной пилы в районе 19 тысяч рублей, и это без аккумуляторов и зарядного устройства. Да, дорого, но давайте не будем забывать, что данная пила является профессиональной и покупается в основном чисто для зарабатывания денег. Я внизу ссылку с промокодом оставлю от интернет-магазина 220 вольт. Не знаю, действует она или нет. Если она действует, то данную пилу получите на 10% дешевле, то есть почти на 2000 рублей. Что мы сегодня будем делать? Ну, впрочем, как всегда. То есть вначале будет комплектация, потом внешний обзор, потом ее разберу, посмотрим, как она устроена, и потом ей поработаем и посмотрим, почему американцы так ссутся от пил данного типа. Как всегда, начнем с комплектации. Поставляется инструмент в картонной коробке. В обозначении пилы у нас есть буковка Z, значит пила поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Также в комплектацию входит ключ для снятия диска. Вот и вся наша комплектация. Теперь по самой пиле. Пила у нас имеет пистолетную рукоятку, выключатель с безопасностью, то есть вот так вы его не нажмете, необходимо будет нажать на верхнюю клавишу и потом включить ее. В верхней части на корпусе пилы у нас находится индикатор уровня заряда аккумуляторов. То есть показывает правый и левый. И еще один датчик. Это датчик или индикатор включения функции ADT. То есть когда ваш инструмент будет перегружаться, то есть почувствует, что ему тяжело, включится функция ADT. И по идее он должен будет загореться красным. Но это мы чуть позже проверим. В боковой части пилы находится вот такая вот массивная скоба. От кого-то я слышал, что данный крюк необходим для крепления инструмента на поясе. Но я думаю, если закрепить данный инструмент на поясе, то из мастера-каркасника получится стриптизер-каркасник. Так как пила очень сильно тяжелая, и как бы, мне кажется, у него штаны вместе с ремнем слезут. Данный крюк скоба необходимо, чтобы укрепить инструмент на стропиле. Это даже на коробке указано. Вот это обозначение на коробке. Пила у нас 36-вольтовая, работает на двух 18-вольтовых аккумуляторах. А аккумуляторы у нас, естественно, с единой аккумуляторной линейки компании Makita. У пилы также есть еще одна пластиковая рукоятка, расположенная в начале корпуса. И вот такая штука, я так понимаю, это у нас специальное отверстие для пылесоса. Закрыто вот такой вот резиновой заглушкой. Основное предназначение данной пилы — это каркасное домостроительство. Для чего туда установили патрубок для пылесоса, я не знаю. На пиле, естественно, можно регулировать глубину пропила от 0 до 65 мм. На шкале у нас присутствуют цифры 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. На канале Кувалда представитель компании Makita говорил, что там идет обозначение в дюймах. У меня почему-то здесь идет в сантиметрах. Устанавливаем на единичку и замеряем 1 сантиметр. То же самое в направляющей. 2,5 сантиметра и 5 сантиметров. А вот на коробке указаны дюймы. Я не знаю, где есть ошибка, но мне кажется, все равно это плюс, потому что в сантиметрах лучше ориентироваться, легче ориентироваться, нежели в дюймах. У пилы, естественно, можно регулировать угол от 0 до 53 градусов. Также с краю есть еще один такой вот барашек. Данный барашек является упором ограничительным и позволяет вам быстро задать необходимый угол. 22,5, 45, либо 53 градуса. То есть установили мы этот переключатель на угол 22,5, поворачиваем. Все, дальше она и не идет. Угол 22,5. Само основание литое из какого-то сплава, кожух защиты металлический, и сам корпус, похоже, сделан из алюминия. В нижней части имеется стопор шпинделя, он стопорит шпиндель, чтобы можно было снять диск. Шайбы крепления диска поближе, а нижняя шайба нам позволяет закреплять не только диск с 30-й посадкой, но и с 20-й. То есть вот здесь 20. Ну и сам диск. Диск у нас диаметром 182 мм, толщиной 2 мм, посадкой на 30, на 20 зубов. Чуть ли не забыл сказать, данная пила поддается юстировке. Вот есть юстировочные винты, их можно подкрутить и выставить угол, если вас не устраивает заводская настройка. А теперь вес пилы. Эти весы ее не взвесили, а другие показывают 5 кг 786 грамм с двумя аккумуляторами 3 ампер-часа. Да, можно было сейчас сразу отнести это к недостаткам, сказать, что данная пила довольно-таки тяжелая и работать ей будет неудобно. Но не все так просто. Я уже поработал и понял, что как бы вес тут помогает ей работать. То есть, можно сказать, вес можно отнести даже к плюсам. И еще я не сказал по поводу, где изготовлена данная пила. Данная пила изготовлена на заводе Makita в Китае. По числу оборотов 5100 оборотов в минуту. И мотор у нее бесщеточный. Ладно, давайте ее разбирать, посмотрим на мотор. Разбираем. Вначале открутим ручку. Теперь снимаем скобу и вскрываем ручку. Открутили и вскрываем.
Тут у нас, в принципе, все стандартно для бесщеточного двигателя. Выключатель, электронный блок. Выключатель покрупнее, выключатель будет идти только в оригинале. И стоимость данного выключателя 1500 рублей. Стандартный электронный блок, видим, что блок полностью залит. Стоимость данного блока 9700, и он идет отдельно от статора. То есть его можно купить отдельно. Жду комментариев. Пришли мне данный нерабочий блок, и я его отремонтирую. Данные блоки не ремонтируются. Это уже пройденный этап, я уже отсылал, и ни у кого не получилось их сделать. Так что они только меняются. Ну и сами слоты для аккумуляторов. Теперь взглянем на двигатель. Открутили и скрываем. Вот он наш редуктор. Редуктор у нас стандартный, который используется так же, как и в сетевых пилах. Вот здесь вот есть вот такая вот шестерня. На валу якоря также присутствует червяк. По поводу ответной шестерни, кстати, она стоит в районе 350 рублей. И якоря. Если вдруг так получится, что вы на что-то наскочите, будет удар, и получится, допустим, либо с якоря, либо с той шестерни ответной, выскочат зубы, меняются они в паре. То есть вам придется покупать якорь. Почему это делается? Если новый инструмент, можно и не делать. Но если у вас инструмент уже поработал, меняются они в паре. Потому что на одной шестерне у вас не будет износа, то есть она новая будет, а на другой будет износ. И в итоге, когда вы поставите, она поработает и опять все слижется. И, собственно, наш магнитный якорь поближе. Якорь стоит у нас на подшипниках. Цену на данный якорь я не нашел, то есть сейчас его нигде нет в наличии. Ну и статор на 6 катушек, также, как я говорил, идет отдельно. Стоимость данного статора 3700. Внутрянку посмотрели, сейчас это все собираю и будем пилить. Итак, пилу я собрал, и сейчас ей попробуем попилить. И прямо сходу будет первый плюс. И вот оно первое, самое важное преимущество. Обыкновенная пила, обратите внимание, где пил. То есть он идет с правой стороны. А у нашей условно гипоидной пилы пил с левой стороны. То есть намного удобнее пилить, когда диск находится слева. То есть даже сюда уголок какой-то можно поставить, нежели чем справа. То есть справа я вот взялся, получается мне нужно вот так вот смотреть. А здесь взялся, то есть я четко вижу, как я отрежу. То есть ваш рез будет намного быстрее, и вы лучше сможете его контролировать. Давайте посмотрим, как это будет все выглядеть. По поводу веса данной пилы. С одной стороны, да, это минус, но с другой стороны, как я уже говорил, это плюс. То есть она реально четко становится, и вы вот реально четко можете контролировать рез. Плюс еще нужно, допустим, отпилить где-то вот, внизу деревяшку. Потому что с этой пилой-то в основном не в мастерской работают, а работают где-то на лесах. Вы просто ее так вставили, установили, нажали, и она уже под своим весом пилит. То есть довольно-таки удобно. Ну ладно, давайте сейчас попробуем функцию ADT. Ну что, пробуем. Сейчас я попробую навалить. Заморгала. Че, еще разок. Вот с этой стороны там струбцина мешать будет. Защита. Я думаю, было слышно и видно, как срабатывала функция ADT, и вот здесь у нас загорался индикатор. Ну а теперь давайте попробуем под 45 градусов. 45 градусов. Опилки летят очень сильно, только идея родилась. Давайте с пылесосом попробуем. Включаем пылесос. Пылесос тоже аккумуляторный, бошевский. Что должен сказать, пыли меньше, но она все равно летит. Доска сороковка, в принципе, то, о чем я вам говорил. Установили, отметили и отрезали. Вот так вот, вроде чуть попилили, а все в опилках. И в конце, как всегда, пару слов об инструменте, а может быть и не пару, потому что вот Александр заехал, кто не знает Александра, он уже как-то участвовал у меня на канале, это мастер строительно-отделочных ремонтов в квартире в городе Белгороде. Да. Вот, так, вначале я скажу, вот, какой я сделал вывод, почему вот так вот американцы, вот так вот ссутся, вот по это вот гипоидная, у нас условно гипоидная пила. Из-за того, что у них в основном-то развито каркасное домостроительство, то есть там сколько у них там, практически все дома деревянные. Да, 80%. Вот. Расположение у этой пилы диска получается с левой стороны, а двигатель с правой.
И получается удобно пилить, довольно-таки нормально, удобно делать рез. Плюс даже вот Александр сейчас оценил вес ее. Вроде как он тоже вначале говорит, о, блин, он даже свою девольтовскую притащил. Он говорит, она, говорит, блин, тяжелая. Но когда и начинаешь пилить, вот этот вес даже идет в плюс. Да, плюс, потому что у него центр тяжести смещен. Это, грубо говоря, когда ты вот так вот берешь, ставишь, и ты уже не чувствуешь этот вес. Допустим, с этой пилой ты продолжаешь дальше. Но это другая, это стандартного типа пила. И полотно, конечно, здесь узкое, хорошее, ровная вот эта часть. Можно использовать угол Свенсона. Вообще, не знаю. Ну, американцы в основном уже показывали даже, как Гарри Хинк или как плотник известный американцев. Я смотрю, у него, да, у него гипоидная пила. Здесь у нас, можно сказать, так вот условно гипоидная пила. И если, допустим, сравнивать с этой пилой, да, он пользуется вот этой, ты доволен ей, да? Да, ну вообще мне выбирать нечего. Когда я кровлей занимался, это с 2001 года. Инструмент, тогда не было. Все провода, блин, все попорезано. И, допустим, вот это, не знаю, я бы, наверное, точно бы... Раньше, помнишь, он в Белгороде, чтобы килограмм гвоздей купить, нужно было ехать, хрен знает куда. Да. Единственное, что я понял, блин, вот это пиление, достаточно какой-то толстый диск. Не знаю, почему они не поставили сюда... Да, я первый вопрос у тебя сразу и спросил, почему именно толстый диск, вот я не пойму. Я тоже не понимаю. Может, нам Макита как бы объяснит, почему это. А этот у Девольта есть? У Девольта, блин, честно, я не помню. Я знаю, что у Милоки есть, у Метаба, кажется, тоже такая была. Честно, не помню. Но в основном, как бы, Макита, они просто-напросто по ценнику более-менее дешевые идут, вот поэтому они пользуются спросом, и поэтому кто чисто занимается каркасниками, вот приходит и говорит, вот мне нужна вот эта вот пила. Да, согласен. Сколько она стоит? Тысяч, наверное, 20. 19 почти угадал. Также, друзья, как я в начале видео, ссылка будет внизу на данную пилу, на интернет-магазин 220 вольт. Вот. По поводу промокода, он не на все позиции там действует, но на некоторые позиции макитовские действуют. 10% по промокоду Белгород. Ты знал об этом? Нет, не знал. Теперь всем передам. Там еще, ну, не знаю, эта информация для тебя не очень полезна будет, потому что там еще при покупке Макиты даются там подарки, там кепки, рюкзаки, зонты и так далее. Теперь буду знать. Ну, а что? Ты же Девольт, это Виталика нужно, он Макитоман. Не, знаешь, вот я вот так вот смотрю на нее, минутку еще, украду времени. Я вот все-таки не пойму. Но да, вот она получается смещена. Здесь передача, вот она врубай нагрузку все держит. Ну вот интересно, какая больше будет нагрузку держать вообще? Не знаешь? Да я не знаю, в принципе, можно проверить. Но это потом. Это потом. Ну здесь нужно поставить диск такой же, как и здесь. Ставить. Да, это будет несправедливо. Плюс у этой стоит функция ADT, которая тебе показала, даже ты видел, что это за лампочка загорается. То есть получается, она повышает крутящий момент. Это для того, чтобы работать, так понял, даже из сырой древесины. Это я заметил, да, лампочка загорелась, и как бы вроде как повышена. Также есть еще такого плана у Макиты сетевая, но там уже такой вот функции ADT нет, там редуктор уже немножко другой. Если интересно, в ближайшее время мы на нее также сделаем обзор, и может быть даже сравним с этой. Да, вот это будет интересно сравнить, потому что на нашем рынке это новый, и те, кто в курсе, они много говорят. Да не знаю, человек приходил с Милоки, у него такая вот Милоки. Ну это в России. Блин, он мне так вот рассказывал, вот это ты представляешь, она ж, ты чё, оно ж, это ж можно и вот так, и так, и уголок поставить, так бах, отпилил, то есть это ж удобно, он сейчас занимается кровлей. Я ему эти шайбы привозил. У них выбор сейчас другой. Я когда кровлей занимался, я говорю, не было такого выбора. Хотя он поюзал вот эту макитовскую пилу, говорит, как бы, ну, нормально тоже, ничего не. Не, ну здесь я говорю, самое вот, вроде бы взял тяжелый, но вот мне больше всего понравилось то, что ты ее просто поставил, ты думаешь, да, тут вес еще да. плюс данный. Да. Все, вот поставил, ты уже ничего, ты, грубо говоря, можешь тянуть. Также вот, когда берешь деревяшку, пополам распилить, можно не направляйку не держать, ты просто вот, у тебя есть зона, где хватать. Также вот здесь Свенсон, здесь вот отступил 3 сантиметра, и ты, грубо говоря, его держишь, и ты пилишь. То есть никаких не надо ни чертить, ни уголков, ничего. Короче, друзья, всем как бы пила зачетная. По поводу технической части могу сказать, то что, блин, в ремонт они вообще мне никогда не попадали. Вот я ее вообще разбирал первый раз в жизни, даже запчасти на нее никогда не заказывал. Кому она подойдет? Для тех, кто занимается чисто кровлей, там, каркасным домостроением, кровлей, то есть и так далее. Для дома, я не знаю, есть смысл ее покупать, либо нет. Ну, может, у кого-то много нужно пилить дерево, понимаешь? Если она они деревом, деревянчики, знаешь, кто дерево занимается, они могут. Ну,
Ну, не знаю, друзья, я вам все показал, рассказал, показал цену, рассказал, где есть скидки, где есть подарки. Так что можете перейти, посмотреть и купить. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока.